У меня аквариум был запущен на Земле в 2018 году, в ноябре месяце. Аквариумы выглядели замечательно. Здесь показан первый аквариум. Было у меня тогда их два. В обоих была подложка земля, грунт для кактусов и килограмм голубой глины. Оба аквариума выглядели замечательно. Здесь вот первый аквариум. Там подавалось, правда, СО2. И вносил 2 кубика калия в неделю и железо 3 кубика вносил. Все росло хорошо, земля работала. Это второй аквариум. Та же подложка, тоже СО2. Выглядят они по-разному почему-то. Первый аквариум разрастался хорошо, второй похуже. Во втором, кстати, ряска вообще не росла почему-то. Но это не факт. Был перезапуск аквариума полгода или 5 месяцев назад. 4, не помню. И я использовал старую землю, решил поэкспериментировать, сколько земля отработает. У меня все корневые растения. Уже позже стало ясно, после 2 лет, что надо перезапускать аквариум, но перезапускать его неохота. Это проблемно. Все выгребать, рыбок девать некуда. И начал искать удобрения, которые можно внести под корни, типа гранулированных. Нашел в магазине вот это удобрение. Чтобы внести под корни удобрения, купил инсулиновые шприцы, так как там шарики маленькие, а большим шприцом неудобно. Заточил его, обрезал его под угол. И внес под все растения, протыкал до самого низу. У меня там земля, до земли, до стекла. И выдавливал из шприца удобрения. Где-то в 10 точках внес в аквариуме. Также одновременно взял эта пробка от пластиковой бутылки, бросил туда 2 шарика посмотреть, как они растворяются долго или быстро. Сейчас уже 5-й день. И шарики такие же твердые и не растворяются. Одновременно также у меня фильтр помпа Фан-1. Бросил в стаканчик 10 шариков, чтобы не вносить микро и макроудобрения. Там состав было видно. И так у меня помпа потихоньку разгоняет шарики оттуда и вносит удобрения для таких растений, которые через лист питаются. 5-й день использования этих удобрений, которые в земле еще, наверное, не сильно растворились, но которые находятся в фильтре помпе. Они потихоньку растворяются, вносят удобрения. 5-й день уже работают. Вспышки водорослей пока не видно. И я надеюсь на то, что эти удобрения, шарики, будут долго растворяться в воде. И отпадет надобность в замене земли. Земля все равно работает, потому что когда я перезапускал аквариум, там было все забито корнями, и старыми, и новыми. Так что они там по-любому перегнивают и какую-то пользу приносят. Вся эта попытка сделана для того, чтобы не перезапускать аквариум на земле, а просто тупо внести удобрения в землю. Аквариум сейчас работает без СО2. Я 2 месяца отучал их от этого, потихоньку уменьшал дозу и потом вообще отключил. Сейчас у меня получается медленный травник, и с внесением этих удобрений
будет видно, как они работают и как мои хинодорусы поправятся или нет. Вся надежда теперь на эти шарики. Эксперимент будет долго длиться, так как углекислота не подается. И посмотрим через месяц, какой есть толк от них или нет. Снимал очень близко, чтобы было видно состояние растения на данный момент. Видео может длинным получиться, но